Привет, мои дорогие. Ну вот и заработал канал. Те, кто не в курсе, его заблокировали на 7 дней. Я не мог ничего выкладывать в течение 7 дней. И, дорогие мои, был сделан специально для этого резервный канал. Но узнали те, кто были подписаны в Телеграме. Поэтому я скажу каждому, кто где-то что-то потерял, пожалуйста, подпишитесь в Телеграм. В Телеграме есть всегда ссылка, она выходит каждые 6 часов, не 6 часов, в каждые 6 часов, 18:00 она выходит и говорит, где резервный канал. На этот канал сейчас, на основной, будет очень много жалоб идти и так далее. И мы сейчас разделим. Отдельно спичи будет идти на резервном, а основная новостная информация будет идти непосредственно на этом канале. Поэтому, дорогие мои, для того, чтобы не потерять контакт, потому что прошла неделя, люди попросыпались такие, а где Жора, куда он делся? Где Георгий наш? И мне пишут там и в Телеграм, и куда угодно, в личный Телеграм, на почту, в Инстаграм пишут люди, что куда ты потерялся? Я не потерялся. Мы сделали в течение одного дня сразу же резервный канал. Я сделал объявление, и люди смотрят там. Ссылку я закреплю под этим видео, именно на резервный канал. И также вам скажу, что там же под этим видео будет ссылка на Телеграм. Подпишитесь туда. Не для того, чтобы там читать новости, следить, а хотя бы понимать, что произошло. Потому что из-за видео, где я говорил, будет ли война после мира, мне заблокировали канал на 7 дней. 7 дней я не мог ничего выкладывать. Я даже никому ничего не мог написать. Ну вот я не мог написать в сообществе, что, дорогие мои подписчики, я не могу ничего выкладывать на этот канал. Заблокировано. Все, я даже в комментариях не могу отвечать на сообщения я не могу. В комментариях. То есть все то, что от меня, заблокировано. И поэтому и есть как раз телеграм-канал, куда вы переходите и получаете информацию о том, что произошло, и там же будет ссылка на резервный. Если закроют резервный, сделаем еще один резервный. И поэтому, чтобы не терять связь, я вас прошу не для каких-то там цифр и всего остального, а для того, чтобы мы сохранили все вместе повестку этого всего, да, то есть информационную повестку, чтобы никто не пропадал. Я работал все эти 7 дней. Подписчики знают. Все видео, которые вы пропустили, там, кто за 7 дней, кто за 5 дней, кто за сколько, они находятся на резервном канале. Он будет в ссылке. И также в телеграм-канале ссылка на него есть, дорогие мои. Окей, начинаем, как обычно, с фронта. Политическое все на резервном, кто на основном не видел ничего. Все есть на резервном канале. Ну и новый микрофон, дорогие мои. Потому что вы говорили, что тот там гремел, бухтел. Ну, так же гремит. Не знаю, просто... Короче, я думал, что он не будет бухтеть. Ладно, поехали. Константиновское направление у нас первое идет. Российские войска продолжают занимать Карманы на подступах к Константиновке, практически полностью заняв Плещеевку и остатки Нелеповки. Военные эксперты отмечают, что захват этих населенных пунктов позволяет россиянам продвинуться дальше к северу от Клебан-Быковского водохранилища, а также улучшить положение подразделений, действующих в Иванополе. Обстановка в самой Константиновке остается прежней. Российские войска накапливаются в восточной части города, действуют малыми группами, однако вглубь города пока не продвинулись, учитывая сложности с путями доставки подкрепления. Да, дорогие мои, там те, кто не знал, где меня искать, у вас большой пропуск. Реально его надо будет восстанавливать, этот пропуск информационный, потому что в последующих видео я буду ссылаться на ту информацию, которая была в течение этих 7 дней, а она там на резервном. Поэтому придется вам, как говорится, как называют, штрафные, да, отсматривать там те видео для того, чтобы ничего не пропустить. Поехали. Днепропетровское направление. Идут бои за Гуляйполе. Российские войска атакуют в северо-восточной части города, заходя в нее, в том числе из карманов от НП «Высокая». Также бои фиксируются вдоль дороги до Гуляйполя. Силы обороны активно пытаются стабилизировать ситуацию на данном участке фронта. На ЛБС в больших масштабах забрасывают FPV-дроны для ударов по российским позициям.
Ну, как я как раз в предыдущем видео говорил, это не меняет абсолютно ничего. На северском направлении российские войска продвигаются в практически полностью захваченным им Северске. Ну, уже сегодня докладывали Путину, что Северск уже полностью освобожден. Северо-западные войска России закрепляются в окрестностях Закотного. Ну и кто пропустил в недавних видео, то готовится удар со стороны Беларуси и Брянской области на Черниговскую. Поехали. Лиманское направление у нас. Идут бои за Яровую на подступах к Светогорску. Российские войска продвигаются в Диброве. Ну, военные эксперты отмечают снижение темпов наступления россиян на непосредственно Лиман. Просачивание в город осуществляется только отдельной штурмовой группой из леса восточнее. Окей, на этом у нас уже вся картина. Я сегодня выдал также всю картину, что происходит на фронте в предыдущем видео. Также по поводу Трампа. Ну, подписчики, те, которые подписаны в Телеграм, вот, и те, которые действительно искали информацию, они уже нашли и знают. Вот я вам сегодня читал про Трампа и про его позицию, почему Трамп не хочет резко вот так схватить Зеленого за горло и задушить или вырвать ему кадык. Уже начинают, уже они завели говномашину, они, наверное, разрабатывали темники, что им делать, и вот сейчас они будут нападать на Трампа. Поехали. Первая, Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что Дональду Трампу не следует вмешиваться в европейскую демократию. Не нам, когда речь идет о выборах, решать, кто будет лидером страны. Это решают граждане этой страны. Это суверенитет избирателей, и его нужно защищать. Говорит наследственная, там, как сказать, потомственность, да, фашистов, которые в концлагерях давали какую-то там демократию евреям, да, перед тем, как они в камеры шли. Господи, ей рассказывать про свободу слова. Поехали. Тут тоже вот немножечко отрывки. Это небольшое у нас будет видео, потому что основную массу политической информации я выдал в предыдущем, как и военную информацию. Вот уже пошли темники, уже The Atlantic пишет, что коррупция Трампа хуже украинской. И в этой статье я ее не буду читать, я вам просто ее расскажу из того, что они говорят о том, что Зеленский герой такой, что даже во время войны он дает антикоррупционным органам работать, а вот Россия не дает. Никакие антикоррупционные органы в России против Путина не копают, понимаете? Да тут против Зеленского никто не копает. Тут просто копают, потух свет. Тут просто копают, дорогие мои, против коррупции. Что народ Украины просит с начала войны, с 22 года. Но никто против них не копает. Потому что она идет с вертикали. А теперь давайте посмотрим на то, что происходит в России. Все коррумпированные или те, кто заработали на войне, отдают там свои жизни, уже можно так сказать. В тюрьме гнить не хотят, но отдают непосредственно свои жизни там. Это я читаю каждый день какого-то генерала, которого поймали, да, на этом. Мы все помним, что было в самом начале войны, да, что снарядов не хватало, того не хватало, на что они как раз и рассчитывали, я имею в виду вот этот объединенный Запад. Но то, что заносило в Кремль теплые ванны, сейчас несут наказание. Все то, что воровало в Украине, живут в Майами, где угодно, в Израиле, где угодно. Они живут себе счастливо со своими набитыми кошельками, поэтому Зеленскому здесь не надо рассказывать. И вот тут тоже вот эта вот говномашина уже проснулась против Трампа, вот, которая и рассказывает, что и против Трампа никто не копает. Ну да, конечно, дорогие мои. Ну, опять же, в предыдущем видео есть статья о Трампе, вот это его мягкой силы. Поехали дальше. Если неделю температура будет ниже 10 градусов, наступит критическая ситуация в системе. Это говорит глава Укрэнерго. Но давайте так. Зеленский
отказался от энергетического перемирия. Они хвастались весь день Шреком, что они ударили по Каспию, по газодобываемым или нефтедобыче. Вот эти вот, знаете, платформы, которые стоят в море непосредственно. Что они поразили, наконец, там, у них там получилось поразить их. То есть они этим хвастаются, прилетает обратно, люди мерзнут, замерзают. Он говорит о том, что ему нужно с Макроном делать энергетическое перемирие, и тут же отправляет 500 дронов и бомбит Каспий. А люди в Украине, которые недалекие, да, начинают говорить, а с чего тут радоваться? Да тут не радоваться надо. Тут надо идти к человеку, который в начале своей предвыборной кампании рассказывал о том, что никакой войны не будет, что он остановит войну. И что вы видите в результате? Поэтому надо идти к нему и к нему жаловаться, а не на тех людей, которые просто показывают, что происходит на самом деле. Поэтому, как говорил Гончаренко, да, о том, что сделали блэкаут в Москве. Ну, вот вчера туда полетело там около 300 дронов, да, именно в Москву они туда летели. Ни один не долетел, правда. Но зато все поприлетало там в Киев, Киевскую область, да, и так далее. Вот о чем я пытаюсь донести. Окей, опять же, Зеленский делает заявление. Впереди нас ждет несколько очень напряженных дней. Сегодня мы также усилили боевую авиацию, но подробности пока не разглашаются. Эта падла прекрасно знает, что запотопленный танкер, раз, потому что Лавров сегодня говорил, что возле Венесуэлы остановили танкер, ну и забрали его. Второй танкер, два, еще пока неизвестно, это китайский или российский танкер. Потом Воронеж, который ракетами били. Белгород, который били ракетами, сделали там блэкаут. Другие города, которые бьют. Ну, дорогие мои, конечно, будет ответка. И падла об этом знает. И рассказывает про эти пару дней трудных. Ну и вот на сегодня, точнее, да, вот на сегодняшнюю ночь, ну, вот я про сейчас говорю, у меня еще нет за 12, ну вот уже 5 Ту-95МС, 4 Ту-22М3, 12 Искандер КМ, 8-16 ракет «Калибр». Это вот то, что ждет. Понимаете? Теперь вот опять возвращаемся к говномашине, которую они опять включили. По данным FT, Стив Уитков фактически одержим своим видением мирного урегулирования. Одержим, да, понимаете, они его начинают под него копать. Он настаивает на том, что Украина должна отдать России 25% территории Донецкой области, которая в настоящее время контролируется силами обороны. По его мнению, это якобы могло бы приблизить окончание войны. Позиция Украины и партнеров остается неизменной. Ни одной территориальной уступки России. Все, вот для чего они вырабатывали эту паузу, для чего они вытанцовывали. Основная их сейчас задача, дорогие мои, это, ну, я уже об этом в течение недели говорил, да, достичь того, чтобы Трамп потерял интерес к украинскому конфликту и дальше на нем расти. Хотя Трамп прекрасно знает, для чего, кто за этим стоит, какие схемы обогащения. Мало того, все европейские спецслужбы это знают. Американские, европейские, на каких счетах это находится и так далее. Так что, дорогие мои, вот такая ситуация. Обязательно подписывайтесь на Telegram, хотя бы можете не читать новости. Вот если вы уже видите, что на канале ничего нет, да, там, то значит надо зайти в Telegram и посмотреть. Я сразу же точно напишу, что произошло. Также суд 15 числа, если, вы же пропустили, те, кто на Telegram не подписаны, и на тот канал, на резервный. Так что обязательно подписывайтесь сейчас на этот. Кто отписался, обязательно сюда подписывайтесь. Возвращаемся сюда. Также подписываемся на резервный и также подписываемся в Telegram. Всех обнял, дорогие мои.